Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Анна. Это мой канал «Волшебные спицы с Анной». Девочки, сегодня будем вязать с вами вот такое прекрасное платье тунику на кукол Паула Рейна или на им подобные. То есть это может быть куколка от Берхуан, это может быть куколки Каталины и так далее. То есть рост 32-34 сантиметра. Вот, просили связать именно с ажурным узором туничку платья. Я это сделала. И параллельно вязала, значит, из пряжи Swedish Alpaca. И здесь у нас на 150 грамм 525 метров. И параллельно этому платьишку я еще связала еще одну туничку, только однотонную, с пряжи Alize Angora Gold. Дабы вы видели, что с однотонной пряжи тоже эта туника, платье смотрится очень красиво. Тут пока не убрана у меня ниточка, но это ничего страшного, я думаю. Только со спиц. Я хотела вам просто перед началом мастер-класса показать, что если у вас нет той пряжи секционной, которой вяжу я, вы можете спокойно взять пряжу Alize Angora Gold или Naka Angora. Вот, и вязать с этой пряжи. По расчетам все то же самое. Все, и спицы то же самое. Даже длина получилась такая же. Вот. Ну, тут более выражено, да, видно, выражен ажурный узор, потому что он как бы не теряется на фоне вот этой пестрой окраски. Вот. Так что, кому какое нравится, то и выбирайте и вяжите. Ну все, девочки, давайте приступим. Девочки, для того, чтобы начать вязать нам с вами тунику, мы поговорим о пряже, да? Значит, я буду вязать из Yarnart Swedish Alpaca на Валбересе, на Озонах, на разных маркетплейсах и онлайн-магазинах. Есть эта пряжа. Здесь в 150 граммах 525 метров. Если кому-то понравился именно этот цвет 7707. Там есть очень много разных расцветок. С одного моточка вы сможете связать где-то около 6-7 туничек, да, для своих куколок формата Паула Рейна. Это 32-33 сантиметра. Вот. Но если меньше, девочки, естественно, больше свяжете, да, работ. И так как тут секции раскладываются по-разному, ну, получится у вас разные тунички, платьишки. Вот, также берем спицы номер 2. Я вяжу всегда свои изделия на двойке, очень редко на меньшем размере, так как у меня я вяжу плотно. Плотность вязания с этой пряжи я напишу на экране. Вот, подбирайте свою плотность, да, ну, регулируйте. Во всяком случае, или при помощи спиц берите спицы или потолще, или берите спицы потоньше. Вот, я думаю, что у вас обязательно все должно получиться. Значит, в этом мастер-классе я вам дам базовые расчеты для вязания на паолочек наших, да, и форматы, подобному формату, да, кукол. Вот. А то, что узор, какой вы захотите по переду пустить, это уже будет зависеть от вас. Захотите ажурный узор, значит, вывязывать будете ажурный. Захотите связать косы, значит, будете вывязывать косы. Я в этом, в нашем мастер-классе буду вывязывать по переду ажурный узор. Вот. Ну, думаю, может быть, отдельно видео сниму, как связать и с косами. Но если это вам будет нужно, напишите мне в описании под видео об этом. Также, если у вас нет такой пряжи в наличии, то можно взять, в принципе, Alize Angora Gold. Да, здесь на 100 грамм получается 550 метров, а если это в перерасчете на 100 грамм, где-то это выходит 330-320 метров, да, на 100 грамм. Но по своей структуре эти пряжи, они похожи. Вот вам, вот так поближе вам покажу. Вот тут ровничного типа, она бывает то толстенькая, то тонкая. Вот и тут ну, нельзя однозначно сказать, что она толще, чем ализешка. Может быть, тогда изделие получится чуть-чуть поуже, чем с этой пряжи. Но это не критично, потому что с этой пряжи туничка получается свободненькая. Вот, ну начнем.
Значит, на спице номер 2 нам с вами надо будет набрать 80 петель. Из этих 80 петель получается 6 петель планки и плюс 2 кромочные. Далее мы делаем набор и распределяем петли следующим образом. Провязываем первую кромочную, далее вяжем 3 петли планки. Далее у нас идет 1 изнаночная, это для симметрии резинки. Далее будем вязать резинку 2 на 2 на 68 петлях. После этого 2 будет у нас с вами лицевые, 1 изнаночная. Далее оставшиеся 3 петли планки и 1 кромочная. Вот, я сейчас это все сделаю за кадром, потом подключусь и покажу вам, как у меня петли распределились. Вдруг кому-то, знаете, на слуху было непонятно. Вот мы с вами набрали нужное количество нам петель, это 80, и начали распределение. Значит, первая петля это кромочная, далее 3 петли планки, потом идет 1 петля изнаночная для симметрии, как я вам говорила. Далее вяжется 68 петель резинкой 2 на 2, то есть вы вяжете 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Итак, 68 петель. Значит, 67-68 петля это будут 2 изнаночные. Далее нам нужно будет провязать 2 лицевые, это как 2 петли для симметрии, и плюс 1 изнаночная. Далее 3 петли планки и кромочная. Ну, я думаю, здесь уже вы не запутаетесь. Что мы делаем дальше? Таким образом, нам с вами нужно будет провязать 8 рядов. Вяжем все петли, что с изнанки, что с лицевой, по узору. Петли планки вяжем всегда платочной вязкой, то есть все петли у нас вяжутся лицевыми. Значит, в третьем ряду, в конце ряда мы можете в начале, как кому удобно. Я всегда вяжу в конце ряда. Мы вяжем, значит, петельку для пуговиц. Кто будет ставить кнопочки, тот ничего не вяжет. Я в данный момент буду ставить себе кнопочки, да, вот на эту туничку, поэтому здесь отверстие для пуговиц я делать не буду. Отверстие для пуговиц мы делаем через 16 рядов. То есть, как легко будет, девочки, нам считать. Вот здесь будут образовываться такие бороздки, да. Вот они. Сейчас покажу вам. Вот эти бороздочки, да. И вот когда будет у вас таких бороздок связано, как вот изнаночных, да, 8 полос, после этого мы делаем следующую петлю. Я постараюсь вам напоминать, когда надо будет это отверстие под пуговички делать. Ну все, наша сейчас задача с вами провязать 8 рядов резинкой 2 на 2. Вот, ну и далее мы с вами встретимся, я вам покажу, что будем делать дальше. Итак, провязали мы с вами 8 рядов. Вот так у вас должно получиться. Как видите, вот что я вам говорила, да, про бороздки. Вот такие получается 8 рядов у нас. 1, 2, 3, 4. Вот такие бороздки получается. То есть через 8 рядов еще надо будет сделать следующее отверстие, да, под пуговички. Я, как говорила уже, повторюсь еще раз, мало ли кто прослушал. А то бывают в комментарии такие вещи пишут, что удивляешься. Я здесь не делаю отверстия под пуговицы, потому что буду ставить кнопки. Вот, 8 рядов у нас с вами провязано. Вот так смотрится с лицевой стороны, вот так смотрится с изнанки. Разница только в том, что по краям у нас с вами здесь по одной изнаночной, да, а с изнанки смотрится, что по одной лицевой. Вы можете вот ориентироваться вот на вот эту вот петлю, то, что где у вас изнаночное полотно, где лицевое. Так, девочки, я решила добавить еще 2 ряда, чтобы попушнее была резиночка, да, вот этот воротничок. То есть 8 рядов мы с вами провязали, еще провяжем 2 ряда самостоятельно, потом будем уже переходить на воротничок. Так, ну все, переходим к вывязыванию как бы воротничка, да, именно воротничка стойки, который будет у нас, по которому будем ориентироваться на шею, да, куколки. Значит, что мы для этого делаем? Значит, вяжем следующим образом. Первую петельку снимаем как кромочная, да, нить перед работой, вот так. Далее вяжем 3 петли лицевой. Далее вяжем изнаночную петлю.
И все петли, которые мы провязывали, вязали 2 лицевые, 2 изнаночные, мы их вяжем все. 2 вместе лицевой, 2 вместе изнаночной. Значит, смотрите, смотрим по рисунку. 2 вместе лицевой идет, да? Мы провязываем их 2 вместе лицевой. 2 изнаночные видим, провязываем их 2 изнаночными. Вот так, 2 изнаночные вместе. Следующее, опять смотрим по рисунку. 2 петли лицевые идут. Поэтому их провязываем 2 вместе лицевой. Как вы заметили, я вяжу 2 вместе лицевой с наклоном влево. Тут без разницы. Хотите вправо, хотите влево. Далее у нас по рисунку идет 2 вместе изнаночной. Мы провязываем 2 вместе изнаночной. Следующее опять 2 вместе лицевой. Хотите, провязывайте за переднюю стеночку вот так вот, да? Я, с наклоном вправо. А я вяжу с наклоном влево. Смотрите, как вяжу с наклоном влево я. Первую петельку я снимаю, вторую я провязываю лицевой и первую накидываю на вторую. Вот. Таким образом, вяжем до конца этого ряда, доходим здесь, провязываем до 2 лицевых, провязываем их 2 вместе лицевой, далее просто провязываем 1 изнаночная, и далее петли планки и изнаночный ряд. С изнанки все петли вяжем, как видим. Видите лицевую, значит вяжем лицевой. Видите изнаночную, значит вяжем изнаночной. То есть вяжем по рисунку. И встречаемся в лицевом ряду. Так, провязали. Я надеюсь, у вас получилось. То есть должно получиться следующим образом. Мы как бы с резинки 2 на 2 переходим в резиночку 1 на 1. Значит, после этого нам надо будет с вами провязать еще раз все петли по узору, то есть планку как планкой платочной вязкой. Здесь изнаночная, лицевая до конца ряда. Ну и с изнанки все проделываем то же самое. Значит, после этого мы будем с вами распределять петли уже для спинки, переда и рукавов. Значит, смотрите. Как вы, наверное, поняли, так, если я вам покажу, мы, получается, с широкого вот этого воротничка, да, переходим на воротничок-стойку. Да, вот это делается для того, чтобы по шейке куколки вот так это было. Смотрите, здесь можно провязывать от 4 до 6 рядов. Если у вас у куклы шея, длинная, например, это куколки Берхуган, там можно 6-8 рядов сделать. Для того, чтобы как бы получилась хорошая стоечка воротник, чтобы шейку полностью вот так вот обволакивала. Да, если, допустим, короткая шея, как, например, у куколки Арина Огонек, да, там можно, в принципе, провязать только 4 ряда. Я возьму среднее значение, 2 ряда я уже провязала, и провяжу еще 2 ряда, и после этого буду уже делать распределение петель. То есть тут длину вот эту, да, резиночкой 1 на 1 вы сами регулируете так, как вам нравится. Все, давай. Вот так у нас с вами должно получиться. Все. Сейчас будем распределять петли на спинку, рукава и перед. Значит, вяжем следующим образом. Первую петельку снимаем как кромочную. Далее вяжем 3 петли планки. Далее 4 лицевых. Это у нас половина полочки спинки. Далее делаем накид на себя. 2 лицевые. Здесь у нас будут 2 петли регланной линии. От себя накид, потом 4 лицевые, это у нас петли для рукава, опять делаем накид перед 2 регланными петлями, 2 лицевые, накид от себя, далее идут петли переда, 13 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Далее
делаем накид на себя, 2 лицевые петли реглана, накид от себя, 4 лицевые петли рукава, накид на себя делаем 2 петли реглана, накид от себя, 4 петли лицевые второй половины, да, спинки. Далее у нас с вами получается 3 петли планки и кромочная. Так, в изнаночном ряду мы вяжем все петли по узору, а накиды провязываем закрытыми. Это для того, чтобы у нас не было никаких по регланной линии дырочек. Если кто-то не хочет вязать накиды закрытыми, пожалуйста, вы можете вязать их открытыми, тогда у вас будут образовываться дырочки. Давайте я до первой линии реглан вам покажу, как вязать закрытые накиды. Значит, первую петельку мы снимаем, как кромочную. Далее у нас идет 3 лицевые, это 3 петли планки. Далее идет 4 изнаночных. Это у нас с вами, значит, петли спинки. Далее мы видим накид. Вот, и он у нас как бы дужкой вперед, да, вот получается вот такой. Его мы провязываем за заднюю стеночку, как бы вводим. Сейчас попробую поближе показать. Вводим петлю сзади. Вот, видите как? Вот, вот, вводим сюда. Вот. И образуется у нас с вами вот такая петелька здесь. И протягиваем. И получается вот такая вот закрытая петля. Видите? Еще раз сейчас покажу. Это у нас получается, когда дужком как бы в эту сторону. Когда мы вяжем, и вот у нас получается, как предыдущая была, вот такая вот петля у нас. А сейчас у нас как бы открытая, да, вот так вот петля. Ее мы провязываем за переднюю стеночку. Вот таким образом. Чтобы также у нас получилась скрещенная изнаночная. Вот. Далее вяжем все по рисунку. Это у нас получается 4 петли рукава. Опять у нас получается вот такой вот открытый накид. Его мы провязываем за заднюю стеночку изнанкой. Вот получается, что как будто бы петля перекрещивается. Видите? Вот. Провязали. А вот эта петля вот так у нас смотрится. Ее надо провязывать за переднюю стеночку. Вот. Также мы ее перекрещиваем, только получается у нас вот перехлёст идет уже к задней стеночке. Вот так вот. Все, и таким образом вяжем до конца ряда. Так, сейчас у нас получается 3-й лицевой ряд. И здесь мы уже начинаем вывязывать по переду ажурный узор. Схему ажурного узора я уже прикрепила, да, в начале вот этой записи показала вам. Делайте скриншоты или переписывайте. Вот, кто умеет читать схемы, пожалуйста, вяжите по схемам. Кто не умеет, остаетесь и вяжете вместе со мной. Так, что делаем? Значит, первую петельку снимаем, 3 петли планки. Не забываем, да, кто делает отверстия под пуговками, для пуговиц делаем их между вот такими 8 бороздок должно быть. Вот таких вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть вот отсчитываем и делаем отверстия под пуговички. Вот, я здесь не делаю, потому что буду пришивать кнопки. Так, что у нас далее идет? 5 петель спинки лицевых. Делаем накид на себя, 2 петли регланной линии, накид от себя, 6 петель рукавов. Делаем накид на себя, 2 лицевые, это регланные линии, накид от себя. И все, вот у нас по переду здесь 15 петель. А мы до этого, значит, провязывали 13. Первоначально было, так как мы сделали прибавки, получилось 15.
Вот, и на этих 15 петлях будем сейчас распределять узор. Так, вяжем 2 лицевые, 1 изнаночная, далее 1 лицевая, 2 лицевые с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, накид, 2 лицевые с наклоном влево, как я вяжу. Первую я снимаю петельку, вторую провязываю лицевой и первую накидываю на провязанную. Вот у меня получилось с наклоном влево петля. Лицевая, изнаночная 1, 2 лицевые. Все, первый ряд нашего ажурного узора мы провязали. Далее мы дошли до линии реглана, делаем накид, 2 лицевые, накид от себя, 6 лицевых, это петли рукава, делаем накид, 2 лицевые, это петли реглана, накид от себя и 5 петель планки, 5 петель спинки, и далее вяжем 3 петли планки, ну и кромочная. Вот так вот получается. По изнаночному ряду все вяжем по рисунку, то есть что видим, то и вяжем. Значит, лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. Накиды там, где линия реглана, мы вяжем с закрытыми. А там, где у нас с вами узор, вот на этом центральный узор идет, да, по переду, там накиды провязываем открытыми. Я надеюсь, что вы с этим справитесь, и встретимся с вами в 5-м ряду. Так, вяжем 5-й ряд. У нас идет, а по схеме это получается 3-й ряд. А так, от начала распределения петель, да, у нас с вами 5-й ряд идет. Также продолжаем делать прибавку по линии реглана. Мы с вами уже сделали 2 прибавки. И давайте вяжем далее. Значит, первая кромочная, 3 петли планки. Далее идет у нас 6 петель спинки. Делаем накид на себя, 2 лицевые, накид от себя. Регланную линию провязали с прибавками. Далее получается у нас 8 петель рукава. 4, 5, 6, 7, 8 петель рукава. Делаем опять прибавки по регланной линии. Перед регланной линией накид на себя, 2 лицевые, накид от себя. Далее вяжем 3-й ряд узора, да, ажурного, который у нас идет по переду. Вяжем следующим образом. 3 лицевые здесь, изнаночная. Далее вяжем 2 лицевые вместе с наклоном влево, накид, 2 лицевые с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 лицевые с наклоном влево, накид, и 2 лицевые с наклоном вправо. Вот ажурную дорожку как бы провязали. Далее идет у нас 1 изнаночная, 3 лицевые. Делаем накид перед регланной линией, 2 лицевые после регланной линии, 8 петель идет у нас с вами рукава. Вяжем ее лицевой гладью, делаем накид перед регланной линией, после регланной линии накид и 6 петель планки спинки. И здесь планка, 3 петли планкой и кромочная. По изнаночной стороне вяжем аналогично, как предыдущий ряд. Значит, петли накиды
которые идут у нас по регланной линии, мы провязываем закрытыми. Вот видите, у нас нету как бы, да, дырочек. А если кто-то провяжет их открытыми, у вас будут вот такие тут дырочки. Вот. А петли, накиды, которые мы вяжем по серединке, да, наш ажурный узор, здесь накиды провязываем открытыми, чтобы у нас вот такие вот ажур вот такой вот формировался. Давайте провяжем это самостоятельно и встретимся в 7 ряду. Так, вяжем с вами 5-й ряд, да, нашей схемы. А здесь, получается, у нас уже идет 7-й ряд, да, общий. Так, давайте начнем. Первую снимаем как кромочную. Далее у нас с вами 3 петли планки идет. Далее идет 7 петель спинки лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем накид на себя. 2 лицевые петли реглана, накид от себя. 10 петель у нас с вами идут рукава. Так, довязываем до линии реглана. Делаем накид на себя. 2 линии реглана, накид от себя. Все, далее вяжем уже наш узор. В узоре у нас получается 5-й ряд, как я говорила. Вяжем петли, которые мы здесь добавляем, пока что добавляем, провязываем их лицевыми. Нам нужно так добавить, получается 4 лицевые петли. И вот получается, смотрите, прибавочку сделали, будет 1, 2, 3, 4 лицевые. Далее 1 изнаночная. И вяжем лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, изнаночная, 4 лицевых. Далее делаем накид, 2 петли планки, накид от себя, 10 петель рукава, далее накид на себя, 2 петли планки, накид от себя и 7 петель спинки. Так, сейчас проверю. 2, 4, 6, 7, да. 3 петли планки и кромочная. Изнаночный ряд вяжем по рисунку. Еще раз повторяю, что петли, которые мы прибавляем по линии реглана, накиды, провязываем закрытыми. А накиды, которые мы провязываем в узоре, провязываем их открытыми. Так, провязали. Следующий ряд у нас получается будет 9-й общий, да? От начала, когда мы общий ряд 9-й у нас. Снимаем кромочную, 3 петли планки. Далее идет у нас с вами 8 петель спинки. Делаем накид, 2 лицевые, накид, линию реглана провязали. Далее у нас получается 12 петель рукава. Делаем накид. 2 петли лицевые, накид. И здесь, смотрите, в узор мы уже вводили петли, которые прибавляли по линии реглана, да? Значит, нам надо с вами здесь выделить 4 лицевые петли. То есть, значит, после того, как мы прибавили петлю после регланной линии, провязываем
изнаночную. Далее вяжем 4 лицевых. Это нам надо будет для тоже ажурной дорожки. Далее изнаночная, 2 петли лицевой с наклоном влево, с наклоном вправо, накид, 5 лицевых, накид, 2 лицевые с наклоном влево, изнаночная, 4 лицевые, 1 изнаночная, накид делаем на себя, 2 лицевые, это линию реглана провязали, накид от себя, 12 петель рукава, 7, 8, 9, 10, 11, 12, накид на себя, 2 линии реглана, 2 лицевые, накид от себя, 8 петель спинки, 3 петли планки и кромочная. Изнаночный ряд вяжем самостоятельно. Так, у нас с вами получается общий 11 ряд, да? В ажурном узоре у нас с вами получается 9 ряд. Вяжем. Первую петельку снимаем. Кромочная. Далее вяжем 3 петли планки. Далее у нас идет 9 петель лицевых. Это у нас спинка. Половинка спинки. Делаем накид. 2 лицевые. Линию реглана провязываем. Накид. Далее 14 петель у нас с вами рукава. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Делаем накид до линии реглана на себя. Потом 2 петли линии реглана, накид от себя. Смотрите, все петли сейчас потом, все петли, которые мы будем с вами прибавлять наперед, да, после второй линии реглана, получается, вот первая линия реглана относится к спинке и к рукаву, да, вторая линия реглана относится к рукаву и к переду. Вот третья линия реглана относится к переду и к рукаву, да, и четвертая линия реглана относится к рукаву и к спинке. То есть те петли, которые мы будем прибавлять по линии реглана со стороны переда, сейчас мы будем вязать все лицевые. То есть одну только петелечку мы с вами провязали вот здесь изнаночной. Это для того, чтобы вот дорожку такую сформировать. Вот, понятно, я надеюсь. Делаем накид. После линии реглана для переда, да, провязываем лицевую одну, изнаночную. И вот на этих 4 лицевых петлях мы просто провязываем 4 изнаночные. Получается, от линии реглана мы сделали накид, лицевая, 1 изнаночная, потом еще 4 изнаночные, то есть 5 изнаночных. Далее еще вот 6 изнаночная. И вяжем с вами узор, ажурный наш узор. Это у нас получается 9 ряд, как я и говорила. Вяжем лицевая, накид, 3 петли вместе лицевой. Смотрите, как вяжу 3 вместе лицевой я. Первую петельку я снимаю, вторую, значит, третью и вторую я вяжу 2 вместе с наклоном вправо. Вот так вот получается. И вот эту снятую петлю накидываю на провязанные 2 вместе. И вот у меня вот такой вот треугольничек получается. Далее вяжем накид, лицевая, накид. Опять вяжем 3 петли вместе лицевой. Как вяжу я? Первую петелечку я снимаю. Значит, третью, вторую и третью вяжу 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот, получается. И снятую петлю набрасываю на 2 провязанные. Вот треугольничек у нас.
Далее вяжем накид, лицевая. Все, 9 ряд мы с вами провязали. Идет изнаночная. Здесь у нас 4 лицевых. Мы их провязываем 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4 изнаночные. Дальше опять изнанка. То есть у нас тут получается 6 петель изнаночных. Лицевая. Делаем накид на себя. 2 лицевые. Накид от себя. 14 петель рукава. Так. Делаем накид до линии реглана на себя. Значит, по линии. Далее от себя накид. Провязываем до петель планки. 3 петли планки и изнаночная. С изнаночной стороны, значит, мы с вами вяжем следующим образом. Здесь, как и вязали, да, вяжем до линии реглана, значит, накиды провязываем, которые около линии реглана, закрытыми. Доходим мы с вами до ажурного узора, и здесь мы с вами провязали 6 изнаночных, да, петель. То есть получается, что с изнанки, когда вы дойдете до вот именно этого отрезка, да, вы, значит, вот эту петельку, то есть вот если перевернуть узор, у вас получается, что здесь 6 лицевых. То есть первую петельку вы вяжете лицевой, далее вы вяжете вот здесь 4 изнаночной, и здесь далее заканчиваете 1 лицевой. Для чего это нужно? Нам надо здесь с вами сформировать на 4 вот этих лицевых петлях платочную вязку. То есть все время вязать изнаночными, так как мы здесь начали вязать уже изнаночной, да, изначально. Платочную вязку можно формировать с помощью лицевых петель и с помощью изнаночных петель. Если вы будете вязать только лицевые петли, у вас получится платочная вязка. И если вы будете вязать только изнаночными петлями, то у вас тоже получится платочная вязка. Мы здесь начали вязать с вами изнаночными петлями. Вот я надеюсь, что вам понятно. Я сейчас, конечно, провяжу до этого момента и еще вам, ну, покажу, засниму, как здесь вязать. Кто понял, вяжет самостоятельно. Кто нет, ждите, сейчас будет через секунду подключусь и покажу вам, как это сделать. Вот я провязала петли рукава, дошла до линии реглана, провязала накиды закрытыми, вот скрещенными, и вот начинаю вывязывать, получается, ажурный узор с изнаночной стороны. Вот показываю, значит, получается у нас тут изнаночная, да, по узору идет, потом идет лицевая. Вы видите здесь, что вот эта лицевая, которую нам все время ее надо будет вязать, лицевая с изнанки, а с лицевой изнаночной она вот такая уже, ну, как косичка здесь вы видите, да, то есть вы не ошибетесь, какую петлю вязать. Здесь вот в серединке на 4 петлях мы связали с лицевой стороны 4 изнаночные. Вот они сейчас выглядят у нас вот так, с изнаночной и лицевыми. Мы провязываем эти 4 петельки изнаночными, 4 изнаночные, потом лицевые, далее вяжем по узору. Накиды идут у нас с вами открытые, провязываются, изнаночные петли изнаночными вяжем. Если встречаются лицевые, то вяжем, естественно, лицевыми. Вот доходим до лицевой, вот она у нас бороздка, да, длинная такая вот петелька лицевая. Вяжем лицевую. Здесь у нас получается вот те 4 петли, которые нам с вами нужно будет связать изнаночной, чтобы у нас тут сформировалась, да, платочная, да, вязка. Далее у нас идет лицевая петля, далее идет изнаночная. Дошли мы до накида, который нам нужно провязать с вами закрытый. Вяжем этот вот накид за заднюю стенку. Далее 2 петли реглана. Тот, который накид вот такой открытый, мы его вяжем за переднюю стеночку. Вот. Чтобы получилась скрещенная изнаночная. И все, далее петли вяжем уже по рисунку. Так, дошли мы с вами до 13 ряда общего, чтобы вы не путались. 13 общий ряд,
А узора ажурного у нас с вами 11 ряд, последний. Так, вяжем первую кромочную, снимаем 3 петли планки, 10 петель лицевыми спинки, делаем накид, 2 петли реглана, накид от себя. Здесь 16 лицевых, рукава, накид, регланную линию провязываем, 2 лицевые, накид. Как я говорила, все последующие петли, которые мы будем прибавлять по переду, все провязываются лицевыми. Делаем накид, добавленные петли именно провязываются лицевыми. Так, получается накид, 2 лицевые, изнаночная. Так, дошли мы до нашей платочной вязки. Вяжем 4 тут изнаночные. Почему? Я могла бы говорить вам, конечно, 6 изнаночные, но чтобы вы понимали, что вы делаете. Получается изнаночная, 4 петли платочной вязки, то есть 4 изнаночные, потом опять изнаночная. Далее вяжем 3 лицевые, накид и 3 вместе лицевой. Показываю еще раз. Первую петельку снимаем, третью, вторую провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо и снятую петлю набрасываем на 2 провязанные. Далее накид, 3 лицевые, изнаночная. Тут 4 изнаночные, которые у нас входят в платочную вязку. Да? Делаем изнаночную, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, накид. И далее провязываем петли рукава, делаем прибавки по регланной линии, провязываем петли спинки, петли планки. С изнаночной стороны опять-таки провязываем все по узору, по регланным линиям накиды провязываем закрытыми, по узору накиды провязываем открытыми. Где у нас формируется с вами платочная вязка, здесь провязываем не лицевыми петлями вяжем, а вяжем вот эти центральные 4 петли изнаночными. Вот, и встречаемся с вами уже в 15 ряду. Ажурный узор мы с вами провязали. Он у нас опять повторяется с 1 по 11 ряд, то есть тут будете вязать уже самостоятельно. По линии реглана мы с вами сделали 7 прибавок, нам с вами нужно сделать их 9. Я думаю, что прибавки по линии реглана вы сделать тоже сможете самостоятельно уже без моей помощи. Тут как вязать дорожку здесь дальше. Нам нужно, чтобы платочная вязка у нас было 3 вот таких вот полосочки. То есть вы сейчас в этом ряду, да, в 15 провязываете здесь, так как я вам говорила, да, на этих 4 лицевых петлях 4 изнаночные, да, и с изнаночной стороны провяжите 4 лицевые. Вот. А уже в 17 ряду, когда вы будете делать последнюю прибавку по регланной линии, здесь уже вяжете просто все петли лицевые. Ну и, конечно же, провязывайте в дальнейший узор также по схеме. Получается, что мы платочную вязку будем чередовать через каждые 6 рядов, да, вот на этой вот полосочке. Свяжем это самостоятельно. Я думаю, тут труда не составит. Единственное, вот здесь не запутайтесь, что нужно провязать будет только еще один ряд тут платочной вязки, а далее уже все вяжется лицевыми. Все, встретимся с вами после того, как мы сделаем с вами еще 2 прибавки по регланной линии. Еще раз напомню, что здесь их уже мы сделали 7. И после этого будем уже отделять петли рукава от спинки и от переда. Итак, девочки, все. Мы с вами провязали нужную высоту, нужные прибавки по регланной линии. То есть мы сделали в каждом ряду по одной прибавке. Всего у нас 9 прибавок по регланной линии. Сейчас наша задача начать вязать рукав. Рукавчик мы будем вязать без отрыва нити.
То есть он будет потом сшиваться, будет продолжаться дальше здесь, да, провязываться, потом опять рукав, и потом мы перейдем к телу. То есть это у нас будет с вами ну, простой вариант, да, не на круговых спицах будем рукава вязать. Что делаем для того, чтобы начать работать с рукавом? Провязываем, снимаем первую кромочную, провязываем 3 петли планки, довязываем до линии реглана спинку. Вот у нас по спинке 13 петель. И одну петельку мы еще оставляем от линии реглана. Так как линия реглана у нас состоит из 2 петель, одна у нас идет на спинку, одна у нас уйдет на рукав. То есть вот эту вот петелечку 13 лицевых мы провязали. И 14 петля это будет первая петля линии реглана. Все, петли, получается, спинки мы провязали. Далее работаем только на петлях рукава. И вот считаем вот это, не считаем первым рядом. Просто как установочный будет. Провязываем. Здесь получается со второй линии реглана по первую линию реглана. Да, тут мы тоже одну петлю реглана возьмем. Должно быть 24 петли. Считаем вместе. 1, 2, 3. После всех прибавок. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. И вот это вот 24, это первая петля нашей регланной линии. Вот. Вторую петлю мы оставим наперед. Все, провязали мы до линии вот этой вот, ну, все петли рукава. Разворачиваем вязание. Вот. Первую петельку снимаем. Таким образом. Провязываем, получается, 23 петли. Тут вместе с кромочной 24 будет. То есть 1, 2 провязали. И до конца. И провязываем 24 петли. Последнюю петлю мы будем провязывать с вами лицевой, чтобы в конце у нас получилась такая цепочка, за которой будет легко, ну, сшивать рукав. Так, доходим, 24 петли провязали. Я сейчас вам вот эти вот эти два ряда как установочные, мы их пока не считаем. Вот, получается 23, и вот эта петля 24. Вот мы провязали, видите, как изнанкой. Разворачиваем и снимаем, чтобы петля у нас развернулась. И все. И нам сейчас с вами просто лицевой гладью нужно провязать 18 рядов. Вот по лицевой, без убавок, без ничего. Просто у нас будет такой широкий рукавчик. Мы же не хотим делать его в обтяжечку. Нам нужно, чтобы он как немножко был оверсайз и само тело, да, и оверсайз сам рукавчик. Довязываем до конца ряда, опять-таки вот так же. То есть вот считаем, первый ряд пошел. В конце, я хочу показать вам, как в конце вязать. Не как обычно, вот, чтобы у нас был вот такой вот узелковый край, да, как в конце мы провязываем последнюю кромочную изнанкой. А нам нужно, чтобы у нас образовывалась косичка. Сейчас довяжу, один раз вам покажу, и думаю, что встретимся с вами после того, как вы провяжете 18 рядов. Ну, я провяжу. Вот, доходим до 24 петли и вяжем ее лицевой. Вот, видите, косичка получается. Разворачиваем и снимаем таким образом. Вот, петля впереди, нить должна быть перед работой. Вот она. Оп, видите? И сбоку видно, что вот образовалась косичка. Также провязываем опять-таки до конца, ну, все петли рукава, то есть чтобы в суммаре было 24 вместе с кромочными.
петлями. Все довязали. Сейчас покажу, как у меня нить ровничного типа, она бывает, что расслаивается. Вот видите, и эту петельку предыдущую мы провязали изнаночной, потому что она как бы по рисунку ушла, а тут уже она как становится как кромочная петля последняя, и поэтому мы ее провязываем лицевой, чтобы у нас вот такая вот петелечка образовалась, как лицевая петля. И здесь мы снимаем также нить перед работой и кромочную снимаем, и у нас образовывается вот такая вот косичка. Все, 2 ряда я с вами провязала, вам осталось провязать еще 16 рядов, и с вами встречаемся. Так, девочки, провязали мы с вами 18 рядов. Вот у вас должно вот так получиться. Что делаем дальше? Сейчас нам нужно будет сделать убавки для того, чтобы перейти на вязание резиночки. Так, убавки будем делать следующим образом. Первую петельку снимаем, она у нас идет как кромочная. Далее вяжем 2 лицевые, 2 вместе лицевой. Я делаю 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вы закрываете как вам удобно. Влево-вправо тут тоже не имеет значения. Дальше вяжем опять 2 лицевые, 2 вместе лицевой. То есть убавляем. Опять 2 лицевые, 2 вместе лицевой. И так до конца ряда 2 лицевые, 2 вместе лицевой. С изнаночной стороны все петли по рисунку, то есть изнаночными. Между кромочными должно быть 17 петель. Проверяйте. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 7 и плюс 2 кромочные. Изнаночный ряд вяжем самостоятельно. Так, провязали. И вяжем сейчас резиночкой 2 на 2. Ну, 17 петель не делится на 4, да? Поэтому у нас в конце будет 1 петля лицевая. Ну и начинаем вязать 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. И так до конца ряда. В конце у вас будет 2 изнаночные, 1 лицевая. Таким образом, нам с вами резинкой надо будет провязать 6 рядов. Вот, и встречаемся в 7 ряду. Так, закончили мы вязать резиночку. Вот так получается. Уже можно примерить на руку куколки. Длина этого рукава получается ровно по кисть куклы. Если кому-то нравится более удлиненные рукава, тогда вам надо будет лицевой гладью провязать не 18 рядов, например, а 20 и 22, да? И далее опять связать вот такую резиночку. Или сделать длинную резинку. То есть тут уже вы сами варьируете, какая длина вам нравится. Меня устраивает длина именно по вот эту фалангу, да, руки, то есть до кисти. Все. Сейчас мы с вами закрываем петли, закрываем обычным способом, смотрите, или любым способом, как вы привыкли, но спицами, ну, можно крючком, как кому нравится. Значит, первую петелечку я провязываю, я закрываю следующим образом. Первую петелечку провязываю и набрасываю. Первую петелечку я снимаю, вторую провязываю, набрасываю на вторую. И так до конца. Лицевой провязываю. Вот лицевой провязала. Предыдущую накидываю. Подхожу к изнаночным петлям. Провязываю изнаночной. И накидываю предыдущую петлю. И так до конца ряда. Закрываем, не затягиваем. Все в таком простом, расслабленном режиме это делаем. У меня, как я говорила, нить ровничного типа. Видите, здесь немножко у меня нить пошла на, ну, как бы на расширение. А вот тот, кто будет вязать с этой пряжи, знайте об этом.
в одном месте мне даже пришлось обрезать нить, потому что там была очень толстая. Так, доходим до конца ряда и оставляем последнюю петельку не закрытую. Она нам понадобится для того, чтобы начать сшивать рукавчик. Так, вот дошли до конца. Эту петельку вот вытягиваем, но ее мы не обрезаем нить, оставляем. Здесь я вам покажу, смотрите, один рукавчик я уже связала, вот он. Сейчас мы с вами должны будем вот таким тамбурным швом сшить данный рукавчик. Я вам показывала, что при вязании у вас должна образовываться здесь вот такая косичка сбоку. Она хорошо видна сзади, да, с изнанки. Вот она. Вот сейчас за эту косичку мы будем с вами сшивать рукав. Для этого понадобится крючок. Так, берем крючок. Вот у нас с вами петелька. И стараемся, немножко, конечно, будет сложно, но ничего страшного. Один раз сделаете, свяжете так, сошьете. Второй раз уже на третий раз будет получаться, как говорится, хорошо и лучше. Вот у нас связанный рукавчик. Складываем, конечно же, лицевой стороной вовнутрь. Вот эти спицы не потеряйте. Да, а то все у нас тут петельки с вами упадут. Вот так вот соберите. Вот так вот, чтобы было. Вот. А лучше даже вот так. Чтобы наверняка. Вот. И что мы делаем? Ищем нашу петельку. У меня, видите, выпала. Это ничего страшного. Вот, это петелька, которая у нас осталась при закрытии, да, петель. Вот так соединяем. Соединяем. И каждую косичку, вот здесь косичка у нас, и здесь косичка у нас. Здесь косичка, и здесь. Поддеваем и сшиваем. Значит, у меня, смотрите, петелька эта осталась на задней, да, стеночке, а я вхожу крючком сюда вот с этой стороны и вытягиваю вот эту вот первую петельку. Вот таким образом. Все, и начинаю сшивать. Поддеваю первую, видите, да, и вторую косичку. И протягиваю нить, но не столбиком вяжу. Вот, видите, вытянула две нити, две петли. Вторую петлю продеваю через первую. Вот так вот. Но не сильно затягиваю. Немножко не затягивайте, а то рукавчик будет сильно затянут у нас с вами. В следующую косичку вхожу. Ищу здесь косичку. Вот она у нас с вами. Вот. Вытягиваю нить и протягиваю. Вот у нас с вами здесь образовывается вот такая вот косичка. И таким образом до конца, вот до этих пор, да, мы сшиваем потихоньку, никуда не спешим наш рукавчик. Все, давайте свяжем, сошьем это самостоятельно, да. Я думаю, каждый справится с этим. У меня, тем более, видите, я как бы сшиваю через камеру, и у меня фокус теряется постоянно, поэтому мне как бы сложновато, а я думаю, что у вас должно получиться все просто и быстро. Вот, и сразу у нас формируется вот такая косичка. Все, давайте сошьем это все и потом встретимся. Смотрите, девочки, мы уже с вами, довязали, да, практически закончили. Мы с вами уже практически сшили рукав. У нас остается здесь вот буквально 2 стежка. Сейчас покажу, как мы их сделаем. Вот, то есть уже косички закончились. Вот здесь получается одна петелька у нас с вами. Вот она. Мы соединяем, да, чтобы у нас не было отверстия. Вторая, вот она. Протягиваем. И заходим вот в петлю вот эту, которая здесь у нас на спице. Заходим с изнаночной стороны. Вот, заходим в петлю предыдущего ряда, вот, получается. И заходим
также в петлю предыдущего ряда, только на другой спице. Вот. И также протягиваем, делаем, да, протяжку нашу и выводим петлю. И вот эту петельку мы набрасываем на спицу. Девочки, я набросила на левую, потому что она была у меня как бы покороче, да, вытянута. Можно набросить на правую, но мы сейчас все равно ее на правую спицу и переоденем. Вот, все, рукавчики мы сделали, этот рукавчик. Сейчас я вам скажу, как дальше вязать второй рукав. Я-то связала уже 2. Вот, накинутую спицу, накинутую петлю мы просто переносим вот на эту спицу. Все, и далее уже вяжем по узору. Так как мы с вами пока что, вы, наверное, связали только один рукав, то есть мы все манипуляции делаем одни и те же. Здесь, получается, набросили петлю, да, пересняли ее на правую спицу и далее стали вязать все петли переда. Не забываем, что по переду у нас с вами идет ажурный узор. То есть мы, независимо от того, как вяжем, на какой стадии находимся, да, вязания, как только мы доходим до середины петель, мы тут начинаем вывязывать ажурный узор. На данном этапе у вас должен провязаться уже 5-й ажурный ряд. Вот, вы провязываете все эти петли, также вяжете рукав, сшиваете его, далее все петли спинки до конца уже и доходите до планки. Здесь провязываете планку. Все петли с изнанки вяжем мы по узору, как видим. Накиды, естественно, которые мы вывязываем в ажурном узоре, вяжем открытыми. Девочки, я надеюсь, что у вас все получилось. Вы смогли связать второй рукав самостоятельно. Вот сейчас на этой стадии мы можем уже и полностью примерить как бы лиф, да, я так называю, свитерочка уже нашей куколки. Вот, смотрите, у меня помощница будет моя Клавушка. Вот. И, как я говорила, оденем сейчас девочку. Все одевается легко. Свитерочек у нас чуть-чуть будет оверсайз, потому что это у нас как и туничка идет, и как платье. Кто как захочет, так и свяжет, да, по длине. Захотите, можете просто свитерочек связать. Вот, одеваем все. Подтягиваем воротничок к шейке. Вот этот вот воротничок узенький, который мы вязали, вот он так вот у нас встанет. Вот. Ну, конечно же, так поправить. Все. Как говорила, да, у нас получается рукавчик вот такой длины. Если кому хочется подлинней, я уже сказала, несколько рядов лицевой глади прибавить, и все, и пальчик будет вот так вот прикрыт. То есть тут уже сами длину сами регулируйте. Вот так у нас получается. И я надеюсь, что у вас все тоже получилось. Рукава вяжутся одинаково, то есть смысл показывать, как вязать второй рукав, я не вижу. Все. Если вы все связали правильно, вот у вас между планками должно получиться 63 петли. Проверьте себя и посчитайте. И ажурный узор у нас с вами на данный момент будет провязываться здесь 7-й ряд ажурного узора. И, как я говорила, платочную вязку, вот такие вот, да, 3 бороздочки изнаночными петлями мы здесь вяжем через каждые 6 рядов. Если смотреть по петлям, то у нас здесь с вами провязано уже 4 ряда. То есть еще раз мы с вами провяжем, и надо будет еще провязать, значит, 2 ряда и потом начинать вывязывать, получается, 2, 4, 6 рядов платочной вязки. И так чередовать до конца изделия. Здесь же по лицевой, да, части, где ажурный узорчик мы с вами вяжем, продолжаем вязать по схеме. Здесь сейчас будет вязаться 7-й ряд, ну, далее 9-й, 11-й, и так повторяется до конца изделия, столько, сколько вы хотите по длине, да, сделать. Мы провязали с вами
получается один раппорт узора. Сейчас мы начали вот второй раппорт узора. Для того, чтобы связать ту длину туники, которую я хочу, я провяжу всего 5 раппортов узора. То есть мне осталось связать 3,5 раппорта. Вот я провяжу все это, девочки, потом, наверное, с вами встретимся. Потому что здесь уже работа идет однотонная, монотонная. Вот, главное быть внимательной именно вот на этих лицевых дорожках. Не забывать, что каждые 6 рядов мы меняем, да, лицевую гладь на платочную, на 6 рядов платочной вязки. И так вяжем до конца, значит, нашего платьишки туники. Длину изделия, естественно, вы регулируете сами. Захотите длиннее, пожалуйста, вяжите длиннее. То есть вяжите уже там не 5 раппортов, как я хочу, допустим, провязать, а вяжите, например, не знаю, 4 раппорта, потому что 3 раппорта будет коротковато. Вот, начиная там, если захотите, то можете вязать 3 раппорта, например, узора, и потом провязать длинную, да, резиночку. Тогда будет как, ну, свитерок. Если вы провяжете там 4, будет, ну, удлиненный свитерок. От 5 и выше уже раппортов, это уже будет как вот длинная туника, платье. Так что я в своем варианте буду вязать всего 5 ажурных, значит, 5 раппортов ажурного узора. Все, я удаляюсь на вязание и покажу вам результат уже, когда нужное количество раппортов в длину. Ну все, я закончила вывязывать длину своего платья туники. И после этого мы переходим на вязание резинки 2 на 2. В работу берем уже петли планки тоже и начинаем вязать 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и так далее. Значит, длина резиночки у нас будет 6 рядов. И в 7 ряду все петли мы будем закрывать с вами по узору. Давайте резиночку провяжем и потом встретимся. Девочки, так как у нас с вами нечетное число, да, сейчас на спицах, то в конце, ну и естественно, оно не делится, да, на 4. В конце у вас получится, что вы должны провязать 2 лицевые, 2 изнаночные и 1 лицевую. Ничего страшного, если вас это каким-то образом, да, напрягает, то что неровное количество петель, вы можете 1 петельку просто убавить. Мне это не мешает, и оно никак не испортит наше с вами изделие. Вот первый ряд я провязала. Все, по изнаночной стороне вяжем петли по рисунку, как видим, то есть лицевые лицевыми, изнаночными изнаночными. Все, провязали резиночку. Вот так у нас оно выглядит. И после того, как резинка провязана, начинаем закрывать петли по рисунку. Вы, конечно, закрываете так, как вам удобно, любым удобным способом. Кто вяжет со мной, прям попетельно, покажу, как я закрываю я. Значит, первую петельку я снимаю. Вот, петельку снимаю, провязываю вторую, следующую, она у нас лицевой идет. И снятую петельку набрасываю на провязанную. Далее опять вяжу лицевую. И набрасываю. Потом у нас идет с вами 2 изнаночные. Провязываю изнанку, да, петлю изнанкой, и первую петелечку набрасываю. Вот петля опять на спице. Следующую опять провязываю изнаночной и набрасываю. Сильно не затягивайте, чтобы у нас не получилось стянутое полотно. И таким образом мы с вами закрываем все петельки. И наше платьишко будет готовым. Ну вот и все. Платье, туничка у нас с вами связано. Нам останется пришить кому пуговицы, кому кнопки. Ну и, конечно же, спрятать кончики, провести ВТО. Все, девочки, на этом я буду с вами прощаться.
Я надеюсь, что мастер-класс вам понравился и вы легко с ним справились. Все, всем пока-пока, до следующих подключений.